Здравствуйте, уважаемые зрители канала Лада Ладная. Польза и вред меда. Велика польза меда для организма человека. Он является хорошим профилактическим и тонизирующим средством, дает организму много энергии, укрепляет иммунитет, рекомендуется для лечения многих заболеваний. А вот о тех случаях, когда мед может быть вреден, знают немногие. В основном это такие заболевания, как аллергия и сахарный диабет. Об этом мы расскажем подробнее. История меда. Самое древнее упоминание о пчелином меде было найдено в Аранской пещере вблизи испанского города Валенсия. На рисунках в пещере изображено, как люди забираются по скале и достают из нее соты, а вокруг них летают пчелы. Возраст рисунка определяется в районе 15 тысяч лет. Судя по письменным источникам, полезность пчелиного меда была известна еще 5000 лет назад, во времена Древнего Египта. По описаниям в египетских папирусах, пчеловодство в Египте было весьма развито и являлось уважаемым делом. Уникальная особенность египетского пчеловодства была в том, что в верховье Нила сбор меда начинался раньше, чем в его низовье. Поэтому пчеловоды выставляли ульи с пчелами на плоты и спускали их вниз по течению. А пчелы собирали нектар с растений по берегам реки. В своем современном виде пчеловодство и само строение ульев возникли в 7-8 веке до нашей эры в Греции. В ульи были добавлены перегородки и увеличена эффективность сбора меда. Первые научные труды по пчелиному меду также появились в Греции около 2500 лет назад. Греческий ученый Ксенофонт в своем труде «Анабазис» подробно описал жизнь пчелиного роя и лечебные свойства меда. Позднее его труды продолжил Аристотель, который тоже увлекался пчеловодством. В Древнем Риме пчеловодство также не обошли стороной. Даже в римском праве было прописано, что пчелы без улья являются бесхозными, и их может окультурить любой желающий свободный римлянин. Еще один труд по пчеловодству, на этот раз римского ученого Варона, датируется 1 веком до нашей эры. В труде подробно расписано, как изготовить улей и полезные свойства меда. Первое упоминание пчелиного меда на Руси датируется 945 годом, когда княгиня Ольга повелела наварить медовухи для поминок князя Игоря. Судя по всему, пчеловодство на этот момент было уже хорошо развито и имело древние корни. Как использовали мед наши предки? Вплоть до средних веков, 16-17 век, пчелиный мед на Руси являлся основной сладостью, и его использовали повсеместно. Позже, с изобретением добычи сахара из сахарной свеклы и тростника, сахар стал постепенно дешеветь и вытеснять мед из основного рациона людей. В наши дни это привело к тому, что пчелиный мед по потребляемости ближе к деликатесам, чем к основным продуктам питания. Химический состав меда. Это удивительно, но по своему химическому составу мед очень похож на плазму человеческой крови и усваивается нашим организмом на все 100%. Ни грамма съеденного меда не пропадает просто так. В общих чертах мед содержит в своем составе ферменты – каталаза, амилаза, диастаза, фосфатаза, витамины С, Е, В, микроэлементы – алюминий, цинк, никель, хлор, литий, олово и другие, фолиевую кислоту, пантотеновую кислоту. С такой полезностью впору быть лекарством от всех болезней. До панацеи мед немного не дотягивает, но обладает широким спектром лечебных свойств. Полезные свойства. Список полезных свойств меда более чем велик. Пара ложек меда в день полезны для детей и взрослых, мужчин и женщин. Его лечебные свойства распространяются на нервную систему, пищеварение, гормональный фон и так далее. Но все по порядку. Вред. Как такового вреда для здоровья от меда немного. Как и с любой пищей, им не стоит злоупотреблять и превышать суточную норму. Переедание меда может тяжело сказаться на почках и поджелудочной железе,
из-за высокого содержания в пчелином меде быстрых углеводов. Если нагреть мед до 42 градусов, это не только разрушит многие полезные вещества в его составе, но и приведет к выделению веществ вредных для организма человека. Будьте осторожны. Некоторые недобросовестные упаковщики могут нагревать мед перед упаковкой для того, чтобы он стал более жидким и лучше переливался в тару. Противопоказания. Ко всему бескрайнему списку полезных качеств меда у него имеется немного противопоказаний. К сожалению, этот удивительный продукт противопоказан при аллергии на продукты пчеловодства. Часто аллергии вызывают не все сорта меда. Медовые ингаляции полностью запрещаются при астме, болезнях сердца и легких и при высокой температуре. Мед противопоказан при сахарном диабете, причем отказаться от него следует не только людям с уже развившимся заболеванием, а также тем, кто имеет высокую генетическую предрасположенность к нему. Виды меда. Еще одна удивительная особенность меда в том, что, опыляя различные растения, пчелы изготавливают из их нектара различный мед. В отдельные сорта выделяются гречишный мед. Считается одним из самых полезных. Содержанием аминокислот и микроэлементов в этом сорте меда почти в 2 раза выше, чем в остальных. Сорт лучше всего подходит для лечения простуды, заболеваний кожи, авитаминоза, анемии, гипертонии и нарушения белкового обмена. Эспарцетовый мед. Этот сорт меда довольно редкий, и найти его в продаже непросто. В его состав входят каротин, аскорбиновая кислота, минералы, витамины и биологически активные вещества. Также этот мед обладает утонченным запахом и умеренной сладостью. Акациевый мед. В народе считается, что этот мед лучше всего помогает при бессоннице и неврологических нарушениях. Отличительная особенность сорта в том, что содержание глюкозы и фруктозы в нем равное. Вересковый мед. Сорт почти не густеет, обладает высокой тягучестью и слегка горчит. В нем высокое содержание минеральных веществ. Он рекомендуется при лечении сосудистых заболеваний, расстройств нервной системы и отсутствия аппетита. Каштановый мед. Похож на вересковый мед по вкусу и консистенции. Помогает организму бороться с микробами, повышает иммунитет, лечит болезни желудочно-кишечного тракта и почек. Липовый мед. Один из самых светлых и душистых сортов. Но главное его преимущество в том, что он помогает при лечении астмы, бронхита и ангины. Также рекомендуется при лечении почек, кишечника и желудка. Подсолнечный мед. Один из самых распространенных в РФ сортов меда. Отличается высоким содержанием глюкозы и аминокислот, необходимых для синтеза белков. Донниковый мед. Еще один редкий сорт с тонким ванильным ароматом и изумительным вкусом. Этот сорт меда способствует расширению сосудов, нормализации обмена веществ и помогает при болезнях сосудов и желудочно-кишечного тракта. Использование в косметологии. Самый первый случай использования пчелиного меда в косметических целях засвидетельствован в Египте. Древнеегипетская царица Клеопатра делала себе маски из меда на все тело и писали, что она славилась своей красотой. Некоторые компоненты меда способны впитываться через кожу и усваиваться клетками напрямую, что делает маски с медом весьма полезными. При частом их использовании кожа становится не только внешне более здоровой, но и внутренне также укрепляется. С помощью маски на основе меда можно для проблемной кожи с расширенными порами стянуть их, ускорить деление клеток и этим омолодить кожу, сохранить в коже больше влаги, если она излишне сухая, очистить кожу от прыщей и угрей и активизировать ее дыхание. Значительный эффект от регулярного применения масок с содержанием меда заметен на коже дряблой и уже потерявшей жизненную силу. Помимо масок с медом, современный рынок косметики сверх того предлагает скрабы, обертывания, крема и даже медовые шампуни. А еще пчелиный мед даже в чистом виде можно применять для массажа. Мед для беременных. Полезно ли?
Если не имеется других противопоказаний, употреблять мед при беременности не только можно, но и нужно. Мед благоприятно сказывается на формировании и росте плода, усиливает маточное кровообращение, снимает излишнее напряжение с гладкомышечной мускулатуры матки, сосудов и бронхов. При беременности мед незаменим для лечения простудных заболеваний, а многие медицинские лекарства нежелательны или полностью противопоказаны. При сильном токсикозе мед помогает бороться с тошнотой и улучшает аппетит. Во время родов мед тоже может оказаться полезен. Его вводят роженицы для предупреждения истощения и облегчения рождения ребенка. Не рекомендуется превышать суточную норму меда и употреблять его натощак. Польза для детей. Дети часто болеют простудными заболеваниями. Неделями пропадают дома и пропускают учебу. Лечение детской простуды пчелиным медом не только быстро поставит ребенка на ноги, но и укрепит его иммунитет. Он станет болеть гораздо реже. Помимо того, что мед снимает кашель, он обладает антибактериальными свойствами и восстанавливает поврежденные клетки дыхательных путей. Медом лечат хронический насморк. Сок редьки с медом рекомендуется для лечения бронхита, пневмонии, бронхиальной астмы и трахеита. Если ребенок сильно устает от учебы, тут тоже поможет регулярное употребление меда. Простые сахара в его составе являются хорошим питанием для мозга. Мед служит антидепрессантом, снимает раздражительность, беспокойство, нормализует сон. Наличие в меде антиоксидантов не только укрепляет организм и улучшает работу мозга, но и снижает риск онкологии. С какого возраста начать? Раннее употребление меда крайне нежелательно. Мед может содержать в себе бактерии, которые безвредны для взрослых, но представляют вред для здоровья новорожденного. Также мед может выступать в роли сильного аллергена, и употребление его в пищу раньше 3-летнего возраста с высокой вероятностью может закрепить в организме аллергическую на него реакцию, которая сохранится на всю жизнь. Самый простой способ выявить аллергическую реакцию – это нанести каплю меда на кожу ребенка и дать ее съесть. Если никаких симптомов не проявится, то мед можно давать, но не превышая дневной нормы. Переедание меда в детском возрасте может привести к аллергии. Дневная норма. Дневная норма меда для взрослого человека вне зависимости от пола составляет не более 150 грамм. Лучше всего употреблять это количество небольшими порциями в течение дня. Для детей дневная норма меньше примерно в 2 раза и составляет 50-75 грамм. Употреблять мед натощак можно, но после этого в течение получаса рекомендуется нормально поесть. Польза для мужчин. Основными мужскими проблемами со здоровьем считаются инфаркт, нервные расстройства, болезни простаты, снижение потенции и облысение. Все эти заболевания мужчин в разной степени поддаются лечению медом. Цветочная пыльца нормализует работу эндокринной системы. Цинк стимулирует выработку гормонов. Витамин С делает сперматозоиды более подвижными. Антибактериальные свойства меда помогают в лечении болезней простаты. Витамин В стимулирует рост волос. Аминокислоты и сахара участвуют в синтезе тестостерона, недостаток которого ведет к облысению. Польза для женщин. Витамин В9 значительно снижает риск онкологических заболеваний яичников и молочных желез. Угнетает рост опухолей на первой стадии. В первом триместре беременности предотвращает дефекты развития нервной трубки плода. Витамин А увеличивает шанс зачатия и стимулирует выработку грудного молока. Витамин Е называют главным женским витамином. Он участвует в выработке женских половых гормонов, усиливает фертильность, нормализует менструальный цикл. Мед при диабете. Употребление любого продукта, содержащего углеводы, повышает уровень сахара в крови. Поэтому употреблять такие продукты в пищу можно только по рекомендации врача. И мед тут не исключение. Инсулинозависимым диабетикам употреблять мед в пищу проще.
Достаточно вовремя вкалывать инсулин, который необходим для усвоения сахаров. При сахарном диабете второго типа все сложнее. Этот тип диабета характеризуется инсулинорезистентностью, нечувствительностью клеток к инсулину, полной или частичной. В этом случае сахара не усваиваются организмом в должном объеме и накапливаются в крови, а таблетки медленно снижают уровень сахара в крови. Мед для похудания. Хотя мед намного более калорийный, чем тот же сахар, в правильной диете он не приводит к отложению лишних жиров. Мед очищает организм и стимулирует пищеварение. Всего 1 ложка меда полезно влияет на печень, позволяет ей быстрее усваивать пищу и выводить жиры из организма. Будьте здоровы! Благодарю вас за просмотр. Напоминаю, что данное видео имеет только информационный характер. Для лечения необходимо обратиться к врачу. Если вы еще не подписаны, то сейчас самое время подписаться и включить колокольчик. Поделитесь этим видео в социальных сетях. Будьте здоровы и заходите ко мне на канал, чтобы не пропустить новые видео.